We're here at the monument of Sir Mogila in Donbass, Donetsk People's Republic. And 75 years ago today, the Soviet army liberated this hill or mountain from the German Nazi army. And every year the residents here come and celebrate this victory. And in 2014, this strategic position, again for war purposes, was under intense fighting and shelling through the first 6 months of the war. It changed hands many times, and this monument that was erected in 1963 to commemorate the 20th anniversary of the liberation of this area was destroyed by intense shelling, and you can see that video here. Главе Донецкой Народной Республики Александру Владимировичу Захарченко. Здравия желаю! Добрый день, земляки! Здравствуйте, дорогие ветераны! Здравия желаю, военнослужащие армии Донецкой Народной Республики! Вы знаете, завтра для нас, для всех, великий праздник, святой. Завтра отмечаем 9 мая, День Победы. 73 года! 73 года для вечности это ничто. Это человеческая жизнь. Вы знаете, для нас это вдвойне святое место и вдвойне, наверное, святой праздник. Это место для нас свято тем, что здесь когда-то наши предки отстояли нашу землю от фашистской чумы. Здесь когда-то наши земляки сражались, умирали за то, чтобы эта чума второй раз не пришла на нашу землю. 2 раза мы здесь сломали хребет врагу. Здесь полегли тысячи солдат советской армии. Здесь погибали наши братья, соседи, родные отцы, мужья. И подвиг этих людей никогда не будет забыт. Он будет всегда жить в наших сердцах. Я предлагаю почтить минутой молчания светлую память тех людей, которые погибли, защищая нашу Родину. Живет, строит, убирает хлеба, воюет. Сегодня наши дети ходят в школу, в институт. Мы убираем хлеб, добываем уголь. И в то же время наши братья, наши дети, наши отцы стоят на фронте и защищают нашу мирную жизнь. Вы знаете, ни одна страна мира не перенесла то, что перенесла Донецкая Народная Республика. Но мы вместе с вами смогли это сделать. Нас не сломили. Потому что мы здесь сегодня имеем возможность отмечать те праздники, говорить на тем языке, молиться в тех храмах, в которых мы хотим. И нас никто никогда не сломит. Каким бы силен ни был враг, кто он вообще не был, любой враг должен помнить, что Донбасс непобедим! И я уверен, так же как уверены и вы, наша страна будет жить ради будущего наших детей, наших внуков. Мы будем процветать назло всем врагам. С праздником! Для возложения цветов к блоку памяти
Отбивали, ночевали, праздник какой. Христос воскресе! Христос воскресе! И уеже проститеся им всякому прегрешению, вольному же и не Христос воскресе! Христос воскресе! Хорошо. Наши братья здесь были в тех окопах, в которых воевали наши деды. История неумолима, и она не терпит слагательных наклонений. Низкий поклон тем, которые здесь воевали и защищали, и погибли во время Великой Отечественной. Низкий поклон тем, которые в 14-м недалеком сложили свои головы, забирая то, что по праву принадлежит нам всем, вам. Очень важно, что мы это помним. Хочу сказать больше. Здесь очень много тех ребят, которые в 14-м, врываясь в землю, вкапывались в те же окопы, которые были вырыты нашими дедами. К сожалению, ничего не меняется. Военная наука имеет свойство нести потери. Потери ради жизни, ради победы. Еще раз огромное спасибо всем и низкий поклон за то, что помните, за то, что цените. А наши вооруженные силы уж точно не подведут, поверьте мне. Обратились белые журавли. And you can see behind me why this is a strategical position both in the Second World War and in the Ukraine War. Anything can be targeted from here. This is why this area came under such fighting in both wars. Now the people are here to remember their relatives and citizens
innocents that fell here on this lot, because many, many people from both sides died here in both wars. Some are still buried here. Що собою позивала, а славу мене в отряді пострічав, раскудрявий різной, раскудрявый, клен зеленый резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной, клен зеленый, да клен